Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Сегодняшний выпуск предназначен для студентов, чей уровень русского языка примерно А2, Б1. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему. Посмотрите вокруг. Вы, наверное, заметили, как быстро сейчас меняется наш мир, как быстро развиваются новые технологии. Еще недавно у нас не было смартфонов, а сегодня мы все делаем в телефоне. Мы читаем новости, мы покупаем продукты, мы общаемся с друзьями. Но несколько лет назад появилась новая технология. В новостях, в интернете, на улице, везде мы слышим два слова: искусственный интеллект или коротко ИИ. Сегодня искусственный интеллект умеет очень много. Это уже не фантастика, это реальность. ИИ пишет тексты, ИИ создает красивые дизайны, ИИ рисует красивые картины, искусственный интеллект сочиняет музыку, он даже помогает программистам писать сложный код. Но что это значит для простых людей? Что это значит для нас с вами? Заберут ли умные машины нашу работу? Какие профессии могут исчезнуть навсегда уже скоро? Сегодня тема нашего выпуска русского радиошоу: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта. Изучай русский с удовольствием и с русским радиошоу. Изучай русский с удовольствием. Надеюсь, что вы включили субтитры на русском или на вашем родном языке, или скачали PDF-файл с транскрипцией на моем сайте russianradioshow.com. Напомню, что все транскрипции вы можете скачать абсолютно бесплатно. Итак, давайте начнем с мнения экспертов. Мы не будем гадать, мы будем смотреть на цифры и факты. Многие известные организации внимательно изучают этот вопрос. Какие профессии могут исчезнуть из-за появления искусственного интеллекта? Например, представители Всемирного экономического форума написали большой отчет, который называется «Будущее рабочих мест». В этом документе написано, что в ближайшие годы в мире может исчезнуть около 83 миллионов рабочих мест. 83 миллиона. Звучит немного страшно, правда? Но не спешите паниковать. Аналитики из крупной международной компании McKinsey говорят, что все не так плохо. Да, технологии сильно меняют нашу жизнь, но технологии также дают нам новые возможности. Эксперты из McKinsey уверены, к 2030 году нам просто нужно будет научиться работать вместе с искусственным интеллектом. Мы должны использовать его как умного помощника. Экономисты из банка Goldman Sachs тоже так думают. Они говорят, что ИИ не заменит человека полностью. Он просто заберет скучные механические задачи. То, что мы делаем каждый день, можно сказать, автоматически или по инструкции. Ну а теперь давайте попробуем ответить на главный вопрос подкаста: какие профессии могут исчезнуть, кто может потерять работу? Я нашел список из 7 профессий. Некоторые профессии меня удивили. Итак, какие профессии находятся в зоне риска? Первая профессия – это кассиры в супермаркетах. Представьте, что вы идете в магазин за продуктами. Вы покупаете молоко, хлеб, фрукты. Раньше вы стояли в очереди. Сейчас
вы все чаще видите кассы самообслуживания. Вы сами сканируете продукты, вы платите банковской картой или телефоном, или умными часами, и вы просто идете домой. Человек вам для этого больше не нужен. А в некоторых магазинах компании Amazon в США даже нет касс самообслуживания, там есть умные камеры, которые видят, что вы хотите купить. Система сама списывает деньги с вашей карты, когда вы выходите из магазина. Поэтому традиционных кассиров становится все меньше. Вторая профессия – операторы колл-центров. Представьте другую ситуацию. У вас дома не работает интернет или у вас проблема с банковской картой. Вы звоните в компанию, кто вам отвечает? Чаще всего никто, а что? Вам отвечает голосовой бот. Голосовой помощник не спит, он не пьет кофе, он не ходит на обед, он работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Бот может быстро сказать, сколько у вас осталось денег на счету. Он может сказать, где сейчас ваш заказ. Конечно, если проблема очень серьезная, то бот может переключить вас на живого человека. Но простую работу теперь делает искусственный интеллект. А раньше эту работу делали люди. Третья профессия – водители. Я, честно говоря, удивлен, но некоторые эксперты считают, что действительно через несколько лет водители будут не нужны. Сейчас огромные компании, например, Tesla, Google, Яндекс, активно тестируют автомобили с автопилотом. Машина едет сама. У нее есть камера, а искусственный интеллект анализирует дорогу. Программа реагирует на опасности очень быстро. Робот за рулем не устает, ему не нужно спать, он не отвлекается на смартфон, чтобы проверить электронную почту, и он никогда не нарушает правила дорожного движения. Конечно, пока это только тесты, но в будущем беспилотные машины могут стать нормой. Четвертая профессия – туристические агенты. Давайте вспомним, как люди планировали отпуск 20 лет назад. Они шли в офис туристической компании, турагентства, они сидели там час, они долго листали каталог и выбирали отель. А как мы планируем отпуск сейчас? Мы открываем приложение, покупаем билеты, мы открываем другое приложение, бронируем отель или апартаменты, мы все делаем онлайн. А искусственный интеллект может даже составить программу нашего путешествия. Вы просто пишете: «Составь мне маршрут на 3 дня в Париже. Мне нравится активный отдых, но я не люблю, например, музеи». И через 5 секунд у вас есть идеальный план. Туристические агенты, которые просто продают туры, помогают вам выбрать отель и купить билеты, останутся без работы. Пятая профессия – бухгалтеры и банковские служащие, банковские работники. Искусственный интеллект уже сейчас показывает, что может выполнять всю эту работу. Он фантастически хорошо считает, ему не нужен калькулятор, он за 1 секунду может проверить сотни финансовых документов, искусственный интеллект может быстро найти ошибку, он может мгновенно написать отчет. Человеку для такой работы нужны недели. Искусственный интеллект делает это быстро и максимально точно. Изучай русский с удовольствием. Шестая профессия – охранники на парковках и складах. Раньше на каждой парковке или фабрике сидел человек. Он открывал шлагбаум и смотрел в монитор.
Это очень скучная, монотонная работа. Сейчас везде стоят умные видеокамеры. Искусственный интеллект знает номера всех машин, он умеет распознавать лица людей. Если на закрытую территорию заходит посторонний, искусственный интеллект сам включает сирену. Охранник, который просто сидит и смотрит в монитор, больше не нужен. И 7-я профессия — переводчики простых текстов. Сейчас есть прекрасные сервисы, которые достаточно хорошо переводят с одного языка на другой, практически без ошибок. Можно перевести технические документы, инструкции, новости и так далее. Но эта система совершенствуется, и, может быть, в будущем искусственный интеллект будет очень хорошо переводить даже большие романы. Кстати, интересный вопрос. Если не нужны будут переводчики, нужны будут преподаватели иностранных языков? Я оптимист. Я считаю, что преподаватели будут нужны, и люди будут продолжать изучать иностранные языки, несмотря на все эти технологии. Конечно, кто-то может спросить: Сергей, уже есть очки, которые в реальном режиме переводят текст собеседника, и ты сразу видишь текст, все то, что он сказал или она сказала на своем родном языке. Зачем изучать иностранный язык? Я задам вам встречный вопрос. Почему люди продолжают пить кофе? Можно купить маленькую таблетку с кофеином или жвачку с кофеином, принять эту таблетку, запить водой, и все, вы полны энергии, вы можете просто свернуть горы, как мы говорим. Но почему мы продолжаем пить кофе? Потому что мы не всегда фокусируемся на результате. Очень часто, помимо результата, нам приятен сам процесс. Нам нравится держать в руке красивую чашку и красивое блюдце. Нам нравится аромат кофе. Нам нравится вкус кофе. Нам нравится этот ритуал, когда мы утром смотрим телевизор или смотрим в окно и пьем кофе. Почему мы это делаем? Мы можем просто принять таблетку с кофеином. То же самое с изучением иностранных языков. Нам нравится процесс. Нам нравится, что мы можем понять какую-то трудную грамматическую тему и потом сказать себе: «Я молодец, я смог это понять». Нам нравится, что мы можем понимать сарказм, иронию, шутки на иностранном языке. Нам все это нравится, и искусственный интеллект не может нам этого дать. Поэтому я уверен, что люди будут продолжать изучать иностранные языки. Если старые профессии уходят, то что нам делать? Как нам найти хорошую работу через 10 лет? Какие качества будут нужны людям, чтобы быть успешными? Эксперты говорят, что нам не нужно соревноваться с искусственным интеллектом в математике или в скорости. У человека есть свои особенные плюсы. Давайте обсудим 4 главных навыка будущего. Первый важный навык — это творчество или креативность. Что это значит? Машина не может придумать абсолютно новую идею. Она знает только то, что уже есть в интернете. Она может использовать старые тексты, старые фотографии, но написать оригинальную шутку или найти нестандартное решение сложной проблемы может только человек. Да, с помощью искусственного интеллекта, но это может сделать только человек. Искусственный интеллект — это просто наш инструмент, как карандаш для художника, а настоящий творец — это человек. Второй навык — это эмпатия, умение понимать других.
Эмпатия — это наше умение чувствовать эмоции других людей. Врачи, медсестры, психологи, хорошие преподаватели — это профессии, где обязательно человеческое тепло. Программа может быстро проанализировать симптомы, она может поставить медицинский диагноз, но компьютер не может посмотреть вам в глаза. Он не может вас пожалеть, он не может сказать доброе слово. Нам всегда будут нужны люди, чтобы просто получать поддержку. И, будучи преподавателем, я знаю, что очень важно периодически мотивировать студентов именно добрыми словами, которые очень важны. Третий навык — это критическое мышление. Искусственный интеллект часто делает ошибки. Иногда он придумывает факты, которых не существует. Поэтому мы не можем верить ему на 100%. Нам нужны специалисты, которые будут проверять информацию. Человек должен анализировать то, что говорит искусственный интеллект. Именно человек должен принимать финальное, правильное решение. И четвертый, самый главный навык — это умение учиться. В английском языке есть отличный термин lifelong learning. По-русски это значит учиться всю жизнь. Раньше человек получал диплом в университете, потом он работал на одном месте 40 лет, ну а сейчас так не бывает. Мир меняется очень быстро. Каждый день появляются новые технологии, новые правила. Нам нужно быть гибкими. Нам нельзя бояться перемен. Нам нужно постоянно развиваться. Это самый важный навык в 21 веке. Что вы обо всем этом думаете? Что вы думаете о профессиях, которые сегодня прозвучали? Согласны вы или нет? Используете ли вы искусственный интеллект? Как? Напишите, я всегда с большим удовольствием читаю все ваши комментарии и на многие из них отвечаю. На сегодня все. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!